Привет всем! В преддверии Хэллоуина сделаем страшно милый венок на дверь. Подписывайтесь на канал и погнали! Из картона вырезала основу для венка. Также мне понадобится тонкая фанера, нитки и обрезки белой ткани. Для начала беру кисточку и черную акриловую краску и прокрашиваю внешнюю сторону кольца. Красила только одним слоем, не особо заморачивалась о равномерности покрытия. По идее, кольца в конечном итоге вообще не должно быть видно, но я предпочла подстраховаться. Из картона вырезала два маленьких колечка с прорезью. Они нужны для изготовления помпонов. В магазине, конечно, можно купить специальное приспособление для производства помпонов, но я не вижу смысла, простой картон работает отлично. На кольца я равномерно наматываю нить, стараюсь мотать плотно, от толщины намотки зависит толщина помпона. Чем толще намотаете, тем больше и пушистее получится помпон. Тут остается только экспериментировать, чтобы понять, как вам больше нравится. После того, как толщина намотки вас устраивает, возьмите небольшой отрезок нитки и постепенно, заводя его между двух колец, осторожно разрежайте верхнюю часть намотки, постепенно стягивая нитки посередине в пушистый шарик. Не торопитесь, делайте осторожно и постепенно, чтобы будущий помпошка не рассыпался. Внимательно посмотрите видео, как это делается. По сути, это довольно просто, но возможно понадобится небольшая практика. После того, как все нитки разрезаны, хорошо затяните и крепко свяжите соединяющую нить. Ежик, скорее всего, получится не очень ровным, поэтому его стоит аккуратно подровнять ножницами. Убрать все выпирающиеся нитки, сделать его как можно более круглым. Чтобы помпон стал пушистым, я его расчесала пуходеркой. Вот такая красота у нас получилась. Теперь остается этот же процесс повторить много-много раз. На все помпоны у меня ушло 2 мотка нитки. Я использовала черную и темно-синюю нить. К основанию будущего венка прикрепляю ленту, за которую его предстоит вешать на дверь. Обычными ножницами прокалываю 2 дырки, вталкиваю в них ленту и крепко ее завязываю. Чуть позже я ее еще и приклеила горячим пистолетом. Затем беру все тот же хорошо прогретый клей-пистолет и аккуратно приклеиваю все помпоны по окружности заготовки венка. Горячий пистолет очень хорошо подошел для этой работы. Все приклеилось буквально намертво. Приятным бонусом стало то, что ради разнообразия это довольно быстрый процесс. Дальше беру тонкую фанеру и шаблоны понравившегося мне шрифта. Я решила, что мой веночек будет украшать розовая надпись «Бо». Поэтому шаблоны простым карандашом перевожу на фанеру. Должна заметить, что это очень легкая, тонкая фанера. Она настолько тонка, что ее легко можно порезать ножницами. Внимание, не берите обыкновенную фанеру, так как она очень тяжелая и буквы из нее будут перевешивать венок. Он будет съезжать на более тяжелый бок и отвисать вперед. Вот видите, здесь я буквы с легкостью вырезала скальпелем. Затем край букв я подровняла обычной пилкой для ногтей. Вы, конечно, можете пользоваться наждачной бумагой, но для меня пилка намного удобнее. В итоге вот что у меня получилось. Теперь осталось покрасить надпись в розовый цвет. Решила красить розовым акрилом. Люблю акрил за то, что он быстро сохнет и в итоге совершенно не боится влаги.
На мой вкус розовые буквы на темном фоне выглядят чудесно. Мне очень нравится. Буквы к венку прикрепила тем же горячим пистолетом. Дальше самое интересное. Буду собирать очень жутко страшных призраков, которые обоснуются на моем венке и будут вводить в ужас моих соседей. Проклеиваю обрезки белого хлопка дублерином. Таким образом хлопок становится более плотным и перестает сыпаться, поэтому смогу просто вырезать призраков и не обрабатывать край. Кстати, для призраков прекрасно подойдет белый фетр. Его даже проклеивать не нужно, но, к сожалению, у меня его не оказалось. Как вы видели ранее, призрака я нарисовала на ткани простым карандашом, а теперь вышиваю ниточками мулине. Но если вы не сильны в вышивке, то мордочку можно нарисовать акрилом. А если не собираетесь вывешивать венок на улице, то рисовать можете даже обычной гелевой или шариковой ручкой. Вот такая призрачная компания в итоге у меня образовалась. Призраков к венку я решила приклеить клеем моментом, так как боялась, что горячий клей испортит ткань и будет просвечивать на лицевую сторону. Но если вы делали призраков из фетра, думаю, что можно дальше смело использовать горячий пистолет. Ну и финальный акцент. Для большего блеска я наклеила бусинки в форме звезд. Вот такая красота у меня в итоге получилась. Мне очень нравится. Получилось темное звездное небо, на фоне которого резвятся ужасающие призраки. Не могу дождаться ночи всех святых. Ну а вы празднуете Хэллоуин? В любом случае, веселого Хэллоуина и хорошего улова конфет!